Хочу, чтобы этот момент запомнился. И он сделал это. Он отдал всю ту ночь. Каждую улыбку, каждую ноту, каждый вдох. Но эмоции не ждут разрешения. Они просто приходят. И когда это происходит, даже такой сдержанный человек, как Тахион, не может сдержать их. Вернувшись в гримерку, Чунгук тихо открыл дверь. Он не стучал. Ему не нужно было. Тахион поднял глаза, слабо улыбаясь. «Ты пришел?» «Конечно», — сказал Чунгук, садясь рядом с ним. «Ты думал, я просто позволю тебе сидеть здесь одному?» Тахион усмехнулся, покачав головой. «Я не так уж сильно плакал». Чунгук усмехнулся. «Плакал, но это было красиво». Они оба тихо рассмеялись. Такой смех бывает после слез, когда на груди становится легче, а сердце чувствует себя полным. Снова тишина. Но это было теплой, безопасной. Чунгук откинулся на стуле, глядя в потолок. «Знаешь», — тихо сказал он, — «когда я увидел, как ты плачешь там, я не подумал, что это слабость. Я подумал, вот это по-настоящему. Это то, что делает тебя тобой». Тахион не сразу ответил. Его глаза смягчились, мерцая в тусклом свете. «Иногда я забываю, что быть настоящим — это нормально», — прошептал он. «Ты мне напоминаешь», — сказал Чунгук. «За каждым выступлением, каждой улыбкой, каждой наградой стоят такие моменты. Тихие, хрупкие и человечные. Моменты, которые никогда не попадут на сцену, но всегда останутся в их связи». Позже, той ночью, когда они вдвоем выходили из зала через черный ход, небольшая группа армии все еще ждала снаружи. Они не кричали, они даже не фотографировали. Они просто тихо и любяще помахали. «Тахион, Чунгук, спасибо!» — крикнул кто-то. Тахион улыбнулся, слегка поклонившись. Чунгук помахал рукой рядом с ним. В тот короткий миг холодный ночной воздух показался теплее. Это уже не была слава, это была связь. Когда они сели в машину, Чунгук снова повернул голову к Тахиону. «В следующий раз, если захочешь плакать, — сказал он, улыбаясь, — не сдерживайся, я буду прямо здесь». Тахион тихо рассмеялся. Глаза сияли. «Ты всегда рядом». В ту ночь фанаты по всему миру разделили один момент. Единственное изображение слезы Тахиона и руки Чунгука на его плече. Это не было запланировано, отрепетировано или прописано по сценарию. Но, возможно, именно поэтому это так много значило. Потому что иногда самые искренние выступления — это те, которые происходят, когда музыка останавливается. Когда слезы Тахиона упали, мир не видел слабости. Они видели честность, они видели любовь, и они видели связь, которая делает BTS больше, чем просто группой. Семьей. Все началось с одного короткого 30-секундного ролика. Кто-то из зрителей запечатлел это. Тахион стоит под мягким сиянием сценического света, глаза мерцают, когда Чунгук протягивает руку, чтобы утешить его. Сначала ролик распространялся тихо, несколько ретвитов, несколько подписей. Но к восходу солнца он был везде. В Твиттере, ТикТоке, Инстаграме и даже в новостных лентах. Миллионы людей смотрели один и тот же момент снова и снова. Редко бывают такие моменты, когда слава исчезает, и остается только два человека, показывающие любовь в ее чистейшей форме. По всему миру армии спали в разное время, но каким-то образом в ту ночь все почувствовали себя связанными. «Родственная душа», — напечатал фанат сквозь слезы. «Он всегда был таким сильным для нас. Видя, как он наконец отпускает, я просто хочу, чтобы он знал, что все в порядке». В Нью-Йорке кто-то не спал после полуночи, написав: «Слезы Тахиона напомнили мне, что даже айдолам нужно чувствовать себя в безопасности. Чунгук позаботился об этом. Это не грусть, это любовь, это BTS». И под каждым постом продолжала появляться одна фраза: «Мы плакали вместе». Смена сцены, монтаж фан-клипов со всего мира. Фанаты зажигают фиолетовые свечи, люди пишут письма, рисуют фанарты этого момента. Твиты со словами «Мы любим тебя, Тахион» и «Спасибо, Чунгук» выходят в глобальные тренды в течение нескольких часов. Даже те, кто не был фанатом BTS, не могли оторваться. Они видели что-то человеческое, чистые эмоции, которые редко показывают в свете славы. Тем временем в Сеуле утренние новости снова показали этот ролик. Репортеры назвали это моментом аутентичности, чем-то, что прорвалось сквозь гламур жизни знаменитостей. И все же для Тахиона и Чунгука дело не было в заголовках. Они не пытались делать заявления. Они просто были собой. Позже-то днем Тахион открыл свой телефон. Он планировал проверить социальные сети, но поток наличения было невозможно игнорировать. Тысячи сообщений, фотографий, видеомонтажей.
Он медленно прокручивал, читая слова, которые фанаты написали для него. «Не прокидывай свои слезы, Тэ. Мы любим каждую твою сторону. Спасибо, что показал нам, что чувствовать — это нормально». Он усмехнулся той мягкой, почти застенчивой улыбкой, которая всегда доходила до его глаз. «Разве я?» В другой комнате Чунгук делал то же самое. Он рассмеялся, увидев, что его имя в тренде рядом с именем Тэхиона. «Они все заметили», — пробормотал он, наполовину смущенный, наполовину тронутый. Тэхион написал ему: «Мы действительно заставили их плакать на этот раз». Чунгук ответил: «Хорошие слёги». Годами ARMY говорили, что BTS помогли им исцелиться. Но большинство людей забывают, что ARMY тоже исцеляют BTS. Ту ночь Тэхион опубликовал короткое сообщение на Weverse. «Спасибо за любовь, которую я проявляю, даже когда я уязвим. Я люблю вас больше, чем могут сказать слова». Через несколько минут пост собрал сотни тысяч комментариев. Он не отвечал ни на один. Ему не нужно было, потому что такая любовь не всегда нуждается в ответах. Ее просто нужно чувствовать. Это не было запланировано. Никто не ожидал этого, даже сам Тэхьон. В тот момент, когда свет погас и толпа затихла, он попытался улыбнуться, но эмоции взяли верх. Это было видно в его глазах. Годы страсти, любви и благодарности — все сразу. И как раз когда все думали, что он сломается в одиночестве, Чунгук сделал то, что лишило фанатов дара речи. То, что произошло между ними той ночью, напомнило всем, почему их связь так особенна. Свет в зале погас, и волна тихого ожидания прокатилась по толпе. Камеры вспыхнули раз, другой, а затем медленно замерли, словно сам мир затаил дыхание. На сцене в тишине стоял Тэхьон. Его выражение лица, спокойное, но дрожащее, рассказывало историю, которую слова никогда не смогли бы передать. Годами фанаты видели, как он смеется, выступает и улыбается сквозь усталость. Но на этот раз все было иначе. Его глаза не просто сияли, они были наполнены слезами. Можно было почти почувствовать, как бьется его сердце через экран. Он медленно моргнул, пытаясь взять себя в руки. Одобрительные крики ARMY стихли до гола любви. Кто-то крикнул: «Мы любим тебя, Тэхьон!» И тут это случилось. Одна единственная слеза скатилась по его щеке, поймав свет прожектора, прежде чем упасть ему в ладонь. На мгновение весь зал замер. Даже Чунгук, который стоял всего в нескольких шагах, его взгляд был прикован к Тэхьону с самого начала выступления. Песня закончилась несколько минут назад, но наступившая тишина ощущалась сильнее любой мелодии. Обычная улыбка Чунгука поблекла, выражение его лица смягчилось, глаза мерцали смесью гордости и беспокойства. Он сделал шаг вперед, затем еще один. Позади него команда перешептывалась, не зная, продолжать ли съемку. Но Чунгука не волновали камеры, никогда не волновали, когда дело касалось Тэхьона. Тэхьон вытер лицо, смущенный, прошептав что-то, что могли услышать только самые близкие. «Простите, я не хотел плакать». А Чунгук лишь мягко покачал головой. Ничего не говоря, он протянул руку, и его ладонь нашла плечо Тэхьона. Жест был простым, но его значение было громким. Каждый фанат, наблюдавший через свои экраны, каждый человек в зале почувствовал тихое заверение: «Тебе не обязательно быть сильным все время». Тэхьон посмотрел на Чунгука и улыбнулся сквозь слезы. Эта маленькая, дрожащая улыбка разбила миллионы сердец и одновременно исцелила их. Вспышки камер вернулись. Фанаты начали тихо скандировать: «Ким Тэхьон! Ким Тэхьон!». Чунгук подошел ближе, прошептав что-то, что заставило Тэхьона рассмеяться. Никто не мог услышать, что именно. Микрофоны не уловили. Но тепла между ними было достаточно, чтобы понять. Это был момент братства, а не представления. Когда они уходили со сцены, Чунгук оставался всего на полшага позади, словно убеждаясь, что Тэхьон снова не распадется на части. Их силуэты исчезли в свете за кулисами. Один слегка сутулый, другой стойкий, защищающий. ARMY заполонили социальные сети за считанные секунды. Твиты, видеомонтажи и фан-посты хлынули потоком. Этот момент, когда Чунгук утешил Тэхьона, я не могу перестать плакать.
Он даже не колебался, это настоящая любовь. Вот почему они семья, а не просто участники. Но для тех, кто по-настоящему знал BTS, это не было чем-то новым. Это был проблеск того, чем они всегда делились. Связь, построенная на годах смеха, усталости, музыки и невысказанного понимания. За кулисами Тэхьон тихо сидел на диване, полотенце переброшено через плечи. Его дыхание замедлилось, и глаза смягчились. Чунгук протянул ему бутылку воды, сев рядом, не говоря ни слова. Снова тишина, но на этот раз она не была тяжелой, она была умиротворяющей. «Ты хорошо справился», — наконец сказал Чунгук низким голосом. Тэхьон повернулся и тихо усмехнулся. «Справился?» «Да», — улыбнулся Чунгук. «Больше, чем ты думаешь». Они оба тихо рассмеялись. Такой смех бывает только тогда, когда слова на самом деле не нужны. Персонал, давая им справство, наблюдал издалека. Некоторые улыбались, другие вытирали глаза, потому что они тоже это чувствовали. Чистоту Фриджиба, которая пережила славу, расстояние и время. Иногда самые сильные моменты происходят не в центре внимания. Они случаются в тишине между двумя душами, которые понимают друг друга без необходимости говорить. Камера плавно перешла к черному фону, и на экране задержалось одно последнее изображение. Рука Чунгука, все еще нежно покоящаяся на плече Тэхьона. Братство, доверие, BTS. Крики стихли. Камера перестала снимать. И так блеск, свет и шум ночи исчезли в тишине. Тэхьон сидел один в своей гримерной, все еще в том же наряде, который заставил его сиять под сценическим светом час назад. Его отражение в зеркале выглядело спокойным, но руки все еще дрожали. Он медленно выдохнул, прижав ладони друг к другу. Его голос, когда он наконец заговорил, был тихим, почти как будто он говорил сам с собой. «Странно. Иногда, когда я счастлив, мне все равно хочется плакать». И здесь не было зрителей, не было сцены, на которой можно выступать, только Тэхьон, человек, стоящий за именем Ви. Перед выходом на сцену Чунгук кое-что заметил. Тэхьон не был таким игривым, как обычно. Он смеялся, да, но его глаза выдавали его. Ту тихую тяжесть, которую он так старался скрыть. «Ты в порядке?» — спросил Чунгук, мягко толкнув Тэхьона в плечо. «Да, просто думаю», — ответил Тэхьон, выдавив смех. «Прошло много времени, знаешь ли. Я просто...» Реакции со всего мира. Фанаты собираются вместе. Уличные кафе в Японии показывают этот ролик по кругу. Латиноамериканские фанаты держат баннеры с надписью «Твои слезы в безопасности с нами». Фан-проект в Париже проецирует этот момент на здание с фиолетовым светом. Повсюду мир снова светился фиолетовым. Не из-за события, а из-за эмоций. Момент превзошел язык, расстояние и славу. Он напомнил всем, BTS — это не только музыка. Они отражение человеческой связи. Когда Тэхьон плакал, мир не просто смотрел, он чувствовал. И когда Чунгук протянул руку, мир вспомнил, что даже в тишине любовь может быть громче чего угодно. Потому что в каждой слезе есть правда, а в каждой правде есть любовь. Прошли дни с той ночи. Тем не менее, мир все еще не мог перестать говорить об этом. Ролики, фотографии, фан-арты и видеомонтажи продолжали наводнять интернет. Но вдали от шума Тэхьон и Чонгук тихо вернулись к своей повседневной жизни, съемкам, записи и репетициям. Тем не менее, что-то от того момента осталось витать в воздухе, что-то, что они оба не могли выразить словами. В комнате было тихо, за исключением мягкого гола пианино. Тэхьон сидел у окна, перебирая несколько нот на своей гитаре, той самой, которую он часто использовал, когда писал поздно ночью. Чунмук вошел, держа 2 чашки кофе. «Американо для тебя», — сказал он, улыбаясь. «Спасибо», — ответил Тэхьон, беря чашку. «Ты всегда помнишь». Они сидели вместе в тишине, наблюдая за городом через окно. Солнце садилось, Сеул светился золотым светом. «Знаешь», — тихо начал Тэхьон, — «после той ночи я читал, что люди говорили в сети». Чонгук кивнул. «Да, я тоже. Они действительно это почувствовали». «Почувствовали», — сказал Тэхьон, легкая улыбка тронула его губы. «Но это заставило меня задуматься. Может быть, я слишком много держу внутри». Он замолчал, глаза его были задумчивы. «Я всегда стараюсь оставаться сильным на сцене, но в ту ночь не смог, я не знаю почему. Но оно просто вырвалось». Чонгук не говорил, он просто слушал. Это всегда был его стиль. «Я думаю», — продолжал Тэхьон, — «когда ты всегда улыбаешься для других, иногда забываешь улыбаться для себя. Слава дает свет, но она также отбрасывает тени. За сценой, за смехом есть тихие комнаты, молчаливые мысли и сердца, которые учатся быть в порядке.
Чонгук наконец нарушил тишину. «Знаешь, что я увидел той ночью?» «Что?» – спросил Тэхён с любопытством. «Не грусть», – сказал Чонгук. «Я увидел правду. Редко можно увидеть, чтобы кто-то был настолько честен даже с самим собой». Тэхён опустил глаза, слабо улыбаясь. «Это много значит, исходя от тебя. Почему?» «Потому что ты видел всю мою версию», – тихо сказал Тэхён. «Даже те, которые мне не нравятся». Чонгук тихо рассмеялся. «Вот что делают братья». Они чокнулись кофейными чашками. Ни громких слов, ни драмы. Только тихое понимание. Камеры снимали короткое закулисное интервью. Команда задала ему простой вопрос. «Что вы чувствовали на сцене той ночью?» Тэхён застенчиво улыбнулся, прежде чем ответить. «Честно говоря, я не был уверен. Думаю, я чувствовал все. Счастье, ностальгию, даже грусть». Это было похоже на то, как годы и воспоминаний нахлынули на меня одновременно. Я посмотрел на фанатов, на Чонгука, и я просто чувствовал благодарность. Я понял, как сильно я вырос, как сильно мы все выросли. Он замолчал, глаза его смягчились. Я не планировал плакать, но я рад, что я это сделал, потому что иногда слезы говорят то, что слова не могут. Когда настала очередь Чонгука, сотрудники спросили, что промелькнуло у вас в голове, когда вы увидели, как плачет Тэхён. Он улыбнулся. Той маленькой смущенной улыбки, которую фанаты так хорошо знали. Сначала я замер, не часто увидишь, как плачет Тэхён в «Играете ли?». Но потом я просто почувствовал, что мне нужно быть рядом. Не как Чонгуку из BTS, а просто как мне, его другу. Я не хотел ничего говорить, я просто хотел, чтобы он знал, что он не одинок. В комнате воцарилась тишина после его слов. Это был не ответ, отрепетированный для камеры. Это было по-настоящему. В этой простоте кроется их сила. BTS построены не на совершенстве, они построены на честности, на знании, когда говорить, а когда тишина говорить больше. Позже, когда съемки закончились, они вдвоем пошли по пустому коридору. Свет наверху мягко мерцал. «Как ты думаешь, люди когда-нибудь перестанут говорить об этом моменте?» – спросил Чонгук. Тэхён улыбнулся, глядя вперед. «Может быть, но я надеюсь, что они не забудут, почему это было важно». «Почему это было важно?» – спросил Чонгук. «Потому что это напомнило всем, включая нас, что быть человеком – это самое прекрасное, чем мы можем быть». Они оба улыбнулись, тихие, довольные. Той ночью Тэхён снова сидел у окна. Город молчал, воздух был прохладный. Он держал гитару и начал напевать мелодию, мягкую и нежную, как воспоминание. Это было не для выпуска песни, это было не для фанатов, это было для него самого. И где-то в другом конце города Чонгук записывался в своей студии. Его голос нес тоже спокойное, задумчивое тепло. Два сердца, две истории, переплетенные одним моментом, который ни один из них никогда не забудет. Это была не просто слеза, это было напоминание о том, что даже в их мире света, камер и перфекционизма они все еще люди. И именно поэтому мы их любим. Настоящие моменты никогда не исчезают. Они живут вечно в сердцах, которые их почувствовали. В прошлой неделе шум стих, хэштеги поблекли, тренды замедлились, но чувство, оно осталось. Тэхён и Чонгук вернулись к своей рутине, студийным сессиям, репетициям и тихим дням между ними. Но иногда та ночь возвращалась небольшими вспышками. Лирика, взгляд, тишина, которая несла тысячу воспоминаний. И каждый раз они оба улыбались. Солнце еще не полностью взошло. Тэхён сидел перед микрофоном. Его голос был едва слышен, он записывал что-то новое. Не грандиозный трек для возвращения, а небольшую песенку, предназначенную только для него самого. Текст был незаконченным. Алхамирка. Когда гаснет свет, и я один, я вспоминаю тепло той руки, покой в той тишине. Он замолчал, тихо выдохнув. За глаз стеклом продюсер улыбнулся. «Это звучит прекрасно, Тэ». «Спасибо», — сказал он. «Я просто хотел, чтобы это было честным». Чонгук редактировал вокалы на своем ноутбуке. Его волосы были взъерошены, худи свободно сидела, рядом стояла чашка кофе. Он остановился на момент и переслушал голосовое сообщение с той ночи. Тэхён Рже, фанаты аплодируют, слабый, отдаленное спасибо через микрофон. Он усмехнулся про себя. «Я думаю, нам этого было нужно. Иногда самые важные моменты в жизни не запланированы. Они случаются, когда ты меньше всего этого ожидаешь, и оставляют после себя такое умиротворение, которое слова не могут полностью передать». Позже на этой неделе BTS снова собрались в репетиционном зале. Атмосфера была легкая, как и обычно. Шутки, смех и поддразнивание. Но когда Тэхён и Чонгук нюснулись глазами, появилась маленькая понимающая улыбка. Никого слов не было сказано, но она говорила обо всем. «Мы в порядке, мы все те же».